Слышали советы типа «пей соду, ешь лимон, пей красное вино каждый день, чтобы снизить густоту крови». Все это на самом деле не работает. В этом ролике я расскажу о том, что реально работает и что вы можете для себя сделать. Густая кровь является реальными рисками развития тромбов, инфарктов, инсультов. Как это предотвратить? Вы удивитесь, как ваш образ жизни влияет на качество крови и сосудов. В этом ролике дам 5 советов, как снизить густоту крови. Не пролистывайте, досмотрите до конца. В конце я дам 3 лайфхака, которые точно вам понравятся. Что такое густая кровь и почему это важно? Как вы знаете, кровь – это раствор твердых частиц в жидкости. Твердые частицы – это форменные элементы крови. Это эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. А жидкость – это плазма. На самом деле кровь – это никакой не раствор, это жидкая соединительная ткань, которая постоянно находится в движении в замкнутом круге, то есть в сосудах. Сосуды замкнуты. И у этих сосудов есть свой насос, который качает кровь по всем этим сосудам. И, конечно, от жидкости или густоты крови и от вязкости зависит, как она протекает по этим сосудам. И второй момент зависит, конечно, от сосудов самих, какие сосуды. Если эта замкнутая система где-то повреждается, например, сосуд повреждается, то кровь имеет все свои необходимые собственные возможности, как все это залатать и закрыть вот этот прорыв. И дальше остается замкнутая система. И здесь тоже нужно сказать, слишком жидкая кровь тоже может плохо закрывать вот эти пробоины. И это большая опасность для нашей жизни и здоровья. Чтобы понять, густая или жидкая кровь, нужно просто посмотреть на общий анализ крови. Посмотреть, в каком количестве находятся эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Лейкоцитарная формула там более развернута пишется, но лейкоциты — это все иммунные клетки. И еще нужно посмотреть такую строчку, где написано гематокрит. Гематокрит — это соотношение форменных элементов к общей крови. И вот именно гематокрит говорит о том, что кровь густая или жидкая. Если гематокрит высокий, то кровь густая. Если гематокрит низкий, то кровь жидкая. Но там можно определить, если гематокрит высокий, может быть большое количество эритроцитов, или большое количество лейкоцитов, или тромбоцитов. Нужно просто все это смотреть. И к чему приводит густая кровь? Густая кровь — это на самом деле не диагноз. И кровь сгущаться может по многим причинам. Поэтому густая кровь повышает риски образования тромбов. Когда густая и вязкая кровь, сердцу сложнее качать, то есть больше нагрузки на сердечную систему. И третье. Густая кровь – это всегда риск инфарктов, инсультов, тромбоэмболических процессов. И от густой крови может быть головные боли. На вязкость крови влияет наше питание и образ жизни. Об этом я сейчас расскажу. Первый совет. Движение разжижает кровь, но и улучшает сосуды. Когда человек ведет малоподвижный образ жизни, в нем, в его организме скапливается много слизи. Когда много слизи скапливается, вязкость крови повышается. Когда мы ведем активный образ жизни, когда у нас есть двигательная активность ежедневная, и когда при этом мы питаемся нормально, пьем достаточно жидкости, конечно, кровь сохраняет свои нормальные реологические свойства. Улучшается состояние сосудов, улучшается кровообращение, улучшается вязкость крови. И все это приводит к снижению рисков тромбообразования, инфарктов, инсультов и многих других заболеваний. Не стоит недооценивать важность физической нагрузки, физической активности. Я знаю, что вам это надоело, возможно, что я постоянно об этом говорю, но для меня физическая активность — это равносильно волшебной таблетке. То, что действительно помогает нам улучшить свое здоровье, улучшить свое состояние, продлить свою жизнь. У меня есть куча роликов на моем канале, в которых я показываю легкие упражнения, даже упражнения для самых ленивых. Начните с этого постепенно. Движение нужно начинать с самого малого. И очень важная, но неочевидная вещь скажу. Чем слабее мышцы, тем чаще мы должны тренироваться. То есть 7 дней в неделю по 15-20 минут, начиная и постепенно будем наращивать. Чтобы начать двигаться,
нужно выбрать то движение, которое вам приносит удовольствие. Это могут быть танцы, плавание, ходьба, просто прогулка, велосипед и разные другие двигательные активности, как гимнастика, зарядка, тайчи, цигун, йога, силовая или пилатес. Все, можете выбрать все, но не ведите малоподвижный образ жизни. Второй совет – это достаточное употребление омега-3 жирных кислот. Как работают омега-3 жирные кислоты? Во-первых, омега-3 жирные кислоты – это незаменимые жирные кислоты, которые должны поступать извне с продуктами питания в наш организм. Первый. Омега-3 жирные кислоты являются естественным антикоагулянтом, тем самым снижает вязкость крови. Второй. Снижает агрегацию тромбоцитов, то есть их склеивание. Тем самым образовывается тромб в сосудах. Да, это препятствует. И омега-3 жирные кислоты уменьшает уровень фибриногенов, это белки, которые участвуют в свертывании крови, тем самым улучшает вязкость крови. Вот как работает омега-3 жирные кислоты. Разжижает кровь и тем самым снижает риск развития тромбов, инсультов и инфарктов. Совет номер 3. Снижение веса и висцерального жира. Как я всегда говорю, повышение количества висцерального жира приводит к образованию хронических воспалительных процессов в нашем организме. Накапливается провоспалительные цитокины, альфа-ТНФ, интерлейкин-1 бета, интерлейкин-6 и так далее. Все это приводит к воспалительной реакции, которая является благоприятной почвой для развития многих заболеваний, и в том числе сгущения крови. И, конечно, если мы будем все делать, при этом иметь излишний вес и излишнюю окружность талии, все, что мы делаем, возможно, не будет работать так эффективно, по крайней мере, как могли бы работать. Поэтому мы должны начать с того, чтобы снижать вес и уменьшать количество висцерального жира. Много двигаться, соблюдать питьевой режим, быть настроен на то, чтобы постепенно за какой-то период времени, минимум полгода, максимум 3 года, для себя выделить и за этот период времени снизить и нормализовать вес. Многие из вас скажут, почему 3 года-то? Ну, ведь недостаточно просто снизить вес. Самое главное — удержать этот вес. Многие люди могут похудеть, но удержать может немногие. 4-й совет — придерживайтесь средиземноморской диеты. В контексте разжижения крови эта диета наиболее оптимальная. Там много морепродуктов, рыбы, оливковое масло, овощей, зелени, орехов, цельнозерновых продуктов, семян и так далее. И даже входит красное вино. Но красное вино, если переборщите, мы получаем обратный эффект. На следующее утро у нас сгущается кровь. Поэтому красное вино только 1 бокал. И вот в моем онлайн-курсе «Интервальное питание», который начнется 11 августа этого года, я буду рассказывать про баланс продуктов. Какие продукты с какими можно смешивать, как сочетать, то есть правильно, и в какое время правильно есть, и сколько нужно жидкости принимать и так далее. Вся эта диета, все эти правила будут направлены в том числе, чтобы наша кровь не сгущалась. И еще, если у вас есть лишний вес, повышенный холестерин, сниженная чувствительность к инсулину, и у вас есть какие-то проблемы с питанием, есть привычка вечерами есть привычка есть все время сладости. Этот курс «Интервальное питание» вам поможет решить все эти вопросы. Ссылка в описании и в первом комментарии. 5-й, наверное, самый основной совет – это вода. Питье достаточной воды. 1,5-2 литра в день. В контексте разжижения крови вода имеет очень важное значение. Потому что когда мы пьем воду, мы разжижаем плазму. И здесь я хочу объяснить. На самом деле мы не теряем воду через мочеполовую систему. Вот воду мы теряем через кожу, через дыхательную систему и через кишечник. Если у нас сухой воздух, нам нужно увлажнять это все. Через дыхательную систему больше начинаем терять воды. А если у нас сухо в комнате, или тепло, душно, или на улице жарко, через кожу мы теряем воду, испаряется вода, а площадь кожи огромная. И если у нас жидкий стул или многократный стул, тоже мы теряем большое количество воды, что приводит к обезвоживанию нашего организма. И любое обезвоживание приводит к сгущению крови. И поэтому вода
является незаменимым компонентом в контексте разжижения крови. И мы должны пить воды не потому, что хотим или не хотим. Мы должны просто график приема воды для себя составить и пить в течение дня 1,5-2 литра воды. Почему я так на это настаиваю, чтобы вы пили? Потому что в течение дня мы отвлекаемся на работу и так далее. Мы не пьем. Как понять, что вы пьете достаточно воды? По цвету мочи. Утренняя моча должна быть соломенно-желтого цвета. Днем моча может быть и более светлее. Но если моча становится темнее, желтеет и даже оранжевым ближе становится, это значит, что ваш организм обезбожен. И здесь хочу предостеречь вас от нескольких мифов, что соду надо пить, что лимон надо пить, что есть чудо-БАДы, которые разжижают кровь. На самом деле все они не работают. Просто вы, когда принимаете эти БАДы, когда пьете лимонную воду и так далее, вы пьете много воды, и вода работает. Почему-то люди не любят простую воду пить. Надо обязательно что-нибудь туда положить. Укроп или что-то, или морс сделать. И тогда все работает. На самом деле работает вода. И научитесь пить обычную воду. А теперь обещанные лайфхаки. Первый. Для разжижения крови употребляйте имбирь. В имбире есть вещество, которое называется салицилат. Все, наверное, слышали ацетилсалициловую кислота, которая входит в состав аспирина или кардиомагнила. И вот эти препараты считаются препаратами, разжижающими кровь. И вот в имбире тоже есть природный салицилат, который не хуже, чем аскорбинка, работает и разжижает кровь. Имбирь можете добавлять в еду, можете опять же делать имбирную воду и пить имбирную воду, тогда будет и имбирь работать, и вода работать. Это вдвойне приятно и полезно. Второй – это чеснок. Это уже научно подтвержденное вещество, которое находится в чесноке, называется алиин. Алиин, он не имеет никаких запахов и раздражающих таких моментов, но как только стоит порезать или помять дольку чеснока, вступает в дело фермент, который называется аллициназа, и аллициназа переводит алиин в аллицин. Аллицин – это нам знакомое вещество с характерным вкусом и запахом. И вот этот аллицин как раз-таки разжижает кровь, предотвращает агрегацию тромбоцитов, улучшает вязкость крови, уменьшает все белки, которые участвуют в свертывании крови, и улучшает текучесть крови. Это научно доказано. И здесь хочу предостеречь тех людей, кто принимает кроверазжижающие препараты. Вам нельзя отменять свои препараты, полагаясь на имбирь или чеснок, все эти моменты, которые я сегодня рассказал. Потому что кроверазжижающие препараты, на самом деле они так называются, но они антикоагулянты. У них совершенно другое действие. И эти препараты вы принимаете не для того, чтобы разжижить кровь. Вам эти препараты прописал врач для того, чтобы снизить риски развития уже имеющихся у вас заболеваний. Возможно, это ишемическая болезнь сердца, возможно, у вас высокие показатели дедимера. Множество есть моментов, именно симптомов и заболеваний, при котором назначаются антикоагулянты. И когда назначает врач антикоагулянты, он всегда взвешивает две вещи. Первое – это риск от самих антикоагулянтов. То есть, когда мы принимаем антикоагулянты, у нас кровь плохо свертывается, у нас может быть кровотечение. Да? И второй – это риск от тех болезней, которые уже у вас есть. Поэтому препараты, пожалуйста, не снижайте. Я этот ролик делаю в контексте просто густоты крови. И я сказал, что гематокрит там показывает, насколько густая кровь. С повышенным гематокритом ни один врач вам не назначит антикоагулянты. Потому что антикоагулянты на самом деле не разжижают кровь. И третий лайфхак – это пиявки, которые часто применяются у нас в тибетской медицине. Будьте здоровы!